Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Красота и Бисер. Сегодня я решила вам сплести вот такой простой браслет. Думаю, может кому-то пригодится. Браслет смотрится очень хорошо, выглядит эффектно. Сплести можно его как в родственных цветах, так и в контрастных. Любой вариант будет интересен. Также можно это плетение использовать для бисера более крупного размера, но тогда советую по центру каждого звена поставить бисер покрупнее, чтобы заполнить центральную часть. И будет тоже хорошо. Голубой браслетик я сплела на бисерной нити. Он немного мягче, но он нежный и тоже хорошо смотрится. А красный я сплела на мононити. Он более упругий, так что можно использовать любой вид материала. Оба браслета смотрятся на руке эффектно, и вы можете за счет выбора нужного цвета подобрать такой браслет под любой ваш наряд. Будет оригинально и эффектно. Так что, если вам нравится, присоединяйтесь и приступим, выполним этот браслет. Для такого браслета понадобится бисер двух цветов. У меня красный, вот его номер, и светло-бежевый. Также я взяла мононить черную, чтобы вам хорошо было видно. Плетение плетется в 2 иглы, и еще нужна будет застежка. На левую иглу одеваем 6 красных бисерин, на правую иглу надеваем 2 красные бисеринки и сразу кольцо от застежки. И теперь правой иглой проходим в 2 бисеринки из 6. Подтягиваем наш набор до середины нити. И у нас получается сразу первое звено и уже с кольцом. Дальше на одну иглу набираем 4 красные бисерины, а на вторую 2. И проводим иглу в 2 бисерины из 4. Подтягиваем. И у нас получается еще одно звено. На одну иглу набираем 6 красных бисерин и второй иглой проходим в 2 из 6 и подтягиваем к плетению набор. У нас получается третье звено, и ниточки развернулись в боковом направлении, вот так. Дальше набираем на одну иглу 2 красных и 2 светлых, на вторую 2 красных, и проводим иголочку в 2 светлых. На одну иглу набираем 4 светлых, на вторую 2 светлых и проводим иглу в 2 светлых из 4. На одну иглу набираем 4 красных, на вторую 2 и проводим иглу в 2 красных из 4. Это у нас 4 звено. В одном ряду у нас 5 звеньев, посередине будет светленькое. После 5-го звена у нас движение плетения будет идти вверх.
Значит, если вот так мы держим, мы должны на нижнюю иглу набрать 6 бисерин, и правой верхней иглой мы будем проходить в 2 бисеринки. И у нас тогда плетение повернется вверх. И теперь нам нужно сделать 5 чисто красных звеньев в другом направлении. Одно звено из 2 рядов будет считаться общим. Значит, одно у нас есть. Нам нужно сделать 3, как обычно мы делали, 4 бисеринки на одну иглу и 2 на другую. И последнее звено мы будем делать с учетом разворота. На одну иглу будем одевать 6 бисерин и проходить в 2 из этих 6. И последнее, 5-е звено в этом ряду. Нам нужно будет разворот сделать вниз, поэтому мы на верхнюю иглу набираем 6 красных бисерин и второй иглой в 2 проходим. Это у нас получился мотив. 2 ряда по 5 звеньев. В одном ряду получается у нас светлое звено, а во втором все красные. Дальше мы будем снова делать 2 звена красных, одно общее из рядов получается, светлое и потом 2 красных и снова разворот. И так плетем до необходимой длины. Для браслета на 18 сантиметров достаточно сделать 7 светлых звеньев. И тогда вот можно делать разворот. Как и в начале, мы сделали 2 звена до застежки, чтобы у нас уголок был законченным. И с этой стороны вот одно звено я сделала, и теперь еще одну набираем 6 красных бисерин и вторую часть застежки, и второй иголочкой проходим в 2 бисеринки из 6. Подтягиваем, и у нас получается звено с разворотом и прикреплена застежка. И теперь переходим на новый ряд. В новом ряду мы будем работать только со светлым бисером. На одну иглу набираем 4 светлых, на вторую 2 и в 2 проходим.
И у нас получается новое звено. В конце браслета идет по половине ряда, поэтому следующее звено у нас будет поворотным уголочком. Мы на внешнюю ниточку, которая идет от плетения, набираем 6 светлых бисерин, а ниточкой, которая возле плетения, проходим в 2 из 6. И у нас получается поворот к плетению. И теперь на одну иглу набираем 2 светлые бисеринки и проходим в 2 светлые бисеринки звена предыдущего ряда одной иглой. И на вторую также набираем 2 бисеринки и проходим с другой стороны в звено предыдущего ряда в 2 бисеринки, подтягиваем, и у нас получается красивый разворот. И теперь по бисеринкам проходим в нужные нам рабочие бисерины. Одной иголочкой и также второй. И у нас нити выходят в разные стороны из 2 бисерин светлого звена предыдущего ряда. Продолжаем этот ряд звеньев. На одну набираем иглу 4 светлые бисеринки, на вторую 2. И в 2 светлые проводим иглу. И у нас осталось одно звено, оно будет с разворотом. Поэтому мы на ниточку внешнюю от плетения набираем 6 бисерин и второй иголочкой проходим в 2 бисеринки из 6. Теперь на одну иглу набираем 2 светлые бисеринки и проходим в 2 красные бисеринки среднего звена предыдущего ряда. Одной иглой и также второй. И у нас получается красивый светлый уголочек. И теперь по бисеринкам, по красным, проходим в рабочие 2 красные бисерины этого звена, чтобы продолжить ряд. Одной иглой и также второй. И у нас снова нити выходят в разные стороны из 2 красных бисерин. И теперь также делаем еще одно светлое звено и следующее светлое с разворотом.
И теперь снова на каждую иголочку набираем по 2 светлые бисеринки и соединяем с 2 светлыми бисеринами предыдущего ряда. Одной иглой и второй. И теперь по бисеринкам проходим в 2 рабочие бисерины предыдущего ряда с другой стороны этого звена. И продолжаем, чтобы у нас светлых бисерин тоже было 5 штучек в ряду. И так проходим весь второй ряд до конца браслета. Когда закончим, браслет будет готов.